Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в меню мы приготовим кыстыбый с картошкой. Это традиционно татарское, башкирское, удмуртское блюдо. Оно обычно готовилось с кашей или с рагу, с пшенной кашей в основном. Впоследствии, когда появился картофель, начали готовить с картофельным пюре. Сегодня у нас начинкой будет картофельное пюре, но будет три вида начинки: с жареным луком, с зеленым луком и просто пюре без лука. Для рецепта кыстыбы нам понадобится 1,5 стакана муки, это где-то ориентировочно у нас 10-15 кыстыбы получится, столовая ложка сметаны, столовая ложка майонеза, полстакана молока. Для начинки мы взяли 8 картофель среднекрупных, порезали 2 луковицы мелким кубиком лук и 50 грамм зеленого репчатого лука покрошили. Также нам для пюре понадобится сливочное масло и молоко. Где-то налили стакан, там посмотрим по консистенции пюре. Первым этапом мы обжарим лук, который у нас потом пойдет в пюре, и пока поставим картофель вариться, а потом займемся тестом. Нарежем картошку произвольно на 4 части, чтобы быстрее сварилась. Нам все равно ее перетирать, переминать. Картошку мы нарезали, зальем ее водой, добавим сразу столовую ложку соли и отправим ее на плиту вариться. Закроем крышкой. Обжарим для начинки лук. Для этого возьмем грамм 30 масла, отправим лук на сковороду. Лук надо будет обжарить до чуть карамельного цвета. Немного присолим лук и поперчим. Лук готов. Переложим его в отдельную посуду. Теперь займемся тестом. Берем 1,5 стакана муки просеянной, сделаем углубление, наливаем полстакана молока теплого, столовая ложка сметаны, столовая ложка майонеза. Друзья, я еще забыл, столовая ложка растительного масла нам понадобится. И все это начинаем замешивать. Майонез нужен нам для того, чтобы наши кыстыбы были мягкие, не крошились. Это уже, конечно, более современный рецепт. У меня теща делает вообще на воде от картошки, от сваренной. Тесто замешивает. Добавим еще муки. Нам нужно тугое тесто. Припыляем доску. Выкладываем тесто. Еще его подомнем чуть-чуть. Возьмем нож и поделим его на 15 частей. Раз, пополам, 2. У нас получилось 16. Мы нарезали тесто. Сейчас часть, чтобы не высохло у нас, уберем, накроем. И будем потихоньку раскатывать наши лепешки.
костыбы. Раскатываем круглые лепешечки тоненькие. И так постепенно катаем все остальные. Мы раскатали наши лепешки. Уберем их пока в сторонку. Накроем салфетками, чтобы они у нас не сохли. Тем временем картошка сварилась. Сейчас сделаем пюре. Помнем пюре. Выливаем молоко, стакан. Масло сливочное пока не ложим, так как у нас 3 начинки. В одной, которой лук обжаренная, есть растительное масло. В нее сливочное масло добавлять не надо. Сейчас мы помнем пюре, отложим и в оставшееся добавим сливочное масло. Костыбы — это блюдо с плиты и сразу за стол, поэтому все должно быть горячее. И начинка, и лепешки. Отложим картофель для начинки с жареным луком. 3-ю часть, я думаю, этого будет достаточно. А в оставшееся добавим сливочное масло еще. Разделим наши начинки. Это у нас начинка чисто картофель. Оставшуюся начинку смешаем зеленый лук. Я показываю вам 3 вариации начинок, а там уже по желанию, как кому что нравится. Можете также сделать там с пшенной кашей или с овощным рагу. С зеленым луком тоже вкусно. Начинка с зеленым луком у нас тоже готова. Размешаем с жареным луком пюре. Дорогие друзья, мы подготовили 3 вида начинки, раскатали лепешки, поставили на плитку сковороду. Нюанс: сковорода обязательно, желательно, должна быть чугунная. На остальной антипригарной сковороде, но 1-2 лепешки вы пожарите, 3-я у вас будет гореть. Очень сложно отрегулировать температуру. Ставим нагрев сначала максимально. Если видите, что лепешки начинают подгорать, убавляйте. Ну, в моем случае у меня 2000 Вт стоит, я убавлю на 1600. Если пользуетесь электрической плитой, ставите на 9, потом убавляете на 7 и на 7 допекаете. Без масла, без ничего. Желательно, чтобы на лепешке муки много не было, иначе она будет гореть. Она сразу начинает пузыриться, обратите внимание. Процесс быстрый, надо за всем следить, не отходя. Желательно, чтобы сразу горячую начинку ложить и смазывать маслом. Делаем начинку. Для этого наполовину наши лепешки выкладываем начинку, складываем пополам, смазываем растопленным маслом. Про растопленное масло я вам забыл сказать в самом начале. Растопленное сливочное масло обычное. И выкладываем на блюдо. Берем обычное пюре. Также у нас 3 вида начинки. Я вам лишь только показываю основу, а вы сами для себя уже определитесь, что вам больше по вкусу, какая. Также смазываем обильно сливочным маслом с обоих сторон и выкладываем на тарелку. Берем еще одну лепешку
еще одну начинку. Количество начинки тоже пропорций определенных каких-то нету. Как вам нравится? Кто-то любит больше начинки, кто-то меньше. Главное, что это должно все с пылу с жару и на стол. Дорогие друзья, вот готово кыстыбы у нас. Хочу попробовать, насколько это получилось. Вкусно, невкусно ли. Можно, конечно, руками. Все это понты. Их с чаем хорошо. И с молочком. Есть еще вариант сворачивать трубочкой. Ну, традиционно они просто защемляются, как Сочи. Вкуснота. Кстати, их можно даже на следующий день подогреть. Они тоже будут такие же вкусные, только маслицем чуть-чуть их топленым полить. Кто не делал, обязательно рекомендую. Рецепт простой, несложный. Картофельное пюре, наверное, все смогут сделать. И тесто замесить, раскатать. А кто делал, попробуйте, вспомните и еще раз сделайте. Дорогие друзья, на этой приятной ноте я хотел бы с вами попрощаться. По традиции, у кого сегодня день рождения, я хочу поздравить с днем рождения, пожелать всех благ, здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой и всего-всего самого хорошего. Готовьте вкусно, ешьте красиво, вкусно и будьте со мной. С вами был Волоха. До скорых встреч. До свидания. Скоро увидимся.